Привет, друзья, из солнечной, но пока еще холодной Беларуси. Вы на канале Реймон. Сейчас, друзья, я предлагаю вам вместе со мной пойти покормить Яшку, поздороваться с ним. Пошлите кормить. Привет, малыш, привет. Давай, выскакивай. Хоп, хоп, побежал. Иди сюда, Яша. Иди ко мне. Иди кушай, иди. У Яшки грязь на мордахе засохла. Он в луже кувыркался там. Везде отвалилась, а на мордахе осталась. Иди ешь, иди. Иди сюда, иди ешь. А я тебя вычищать буду. А тут ты весь в соломе, иди. Иди кушай, а я буду чистить тебя. Иди. О, пыли сколько. Друзья, у нас уже неделю как заморозки по ночам. Температура сегодня опускалась даже до -5. Все вы знаете, что заморозки, они приводят к гибели растений. Если вот растение еще в состоянии таком не распустившемся, спокойном, оно еще может пережить заморозки. А вот когда уже растение распускается, появляются листики, цветочки, ну тогда уже все, тогда погибает. Поэтому многие садовники, там, огородники, они разжигают костры у себя на участках, добавляют в костры в эти солому мокрую, чтобы было побольше дыма. Ну и таким способом защищают свои растения. У меня, друзья, когда появился Яша, питомец мой, огороды у меня исчезли, друзья мои. Да, Яшка, да. Потому что Яшка огороды превращает в спаханное поле. И я вам сейчас, друзья, это покажу. Мне, друзья, пришлось отказаться и от клубнички, и от укропчика, и от лучка, потому что, когда я сажу огородик, Яша его превращает вот в такое вот место. Это я уже заровнял все, а так оно выглядит все более ужаснее, когда все оно в ямах, в рытвинах. Ну вот приходится жертвовать иногда, ничего не поделаешь. Яшка есть животное такое строптивое, и ему не прикажешь. Можно, конечно, отгородиться заборчиком и сделать огородик. Ну, у меня нету времени, потому что у меня есть еще много занятий, всяких работы. У меня на участке, друзья, очень много всяких растений, всяких кустов. Это я все покупал в питомниках. Что-то выращивал сам. Например, вот туи я отщипливал от этих вот больших туй. Они тогда еще были поменьше. И делал саженцы такие. И вот от них уже выращивал вот эти вот туи, там вон за домом, там вон повсюду. Это я сам. А вот всякие
можжевельники, кустарники, это в питомниках. Весь участок у меня вот так усажен всякими кустами. Я люблю, чтобы было больше растений такого плана, а не там цветы. Надо ухаживать за этим всем. А у меня времени нету, я работаю целый день, поэтому больше мне так. Вот елка у меня росла здесь, выросла вот такая. Была маленькая, но уже выросла. Сейчас, друзья мои, переместимся ко мне домой, и я вам кое-что сегодня покажу. Многие друзья у меня спрашивают о моей основной работе, чем я занимаюсь. И вот сейчас я решил немножко вам рассказать поподробнее, возможно, будет кому-то интересно. Я подбираю и выкупаю автомобили в США. Это аукционы поврежденных автомобилей. Их продают в основном страховые компании, ну, есть и частные лица. И вот на примере Копарта, это аукцион Копарт, я покажу вам, как я подбираю, выкупаю автомобили. Для себя я обычно руководствуюсь разными критериями. В основном это чтобы был легкий в ремонте автомобиль, недорогой в эксплуатации, с небольшим расходом топлива, современным внешним и внутренним дизайном. Ну и доступными запчастями, конечно же. На подбор такого автомобиля может потребоваться от недели и даже может и месяца. Потому что если выполнять все критерии, которые требует заказчик, и в данном случае это я, например, если я выполняю все критерии, которые мне потребуются, то автомобиль подобрать очень сложно. Ты в основном выбираешь из того, что есть. Там же нету функции «выбираю такое, такое-то, ставлю галочку». Надо выбирать то, что есть. Поэтому, когда у тебя конкретные критерии, цвет салона, там какая-то комплектация, то все это затягивается на очень долгий срок. Поэтому в основном автомобили покупают не только для себя, но и на продажу. И тогда уже эти критерии не важны, а важны самое главное. Это легкий удар, красивый автомобиль, чтобы быстро пришел сюда с Америки. Ну и можно было что-то заработать на этом автомобиле. Вот такая история. Ну а сейчас, друзья, покажу вам, как это все происходит. Зашел, выбрал язык. Кстати, вы это можете делать сами. Предварительно подбирая автомобиль, вы можете смотреть примерно, какой бы вам автомобиль хотелось. Ну а потом уже друзья обычно скидывают мне, и тогда уже я рассматриваю все основные характеристики, какие должен учитывать я в своем подборе. По каталогу подбираю транспортное средство, выбираю сразу же год. Это год, который проходной для нашей страны. В основном же машины покупаются проходные, потому что на них какая-то адекватная цена на растаможку. Все остальные просто нереальные, поэтому выбираем сразу год. Это от 3 до 5 лет в нашей стране. Выбираю 20-23 год. Выбираю модель автомобиля. Сейчас я буду конкретно по имеющемуся автомобилю, который пришел, я вам покажу этот автомобиль, и примерно по нему будем вот отталкиваться. Выбираю автомобиль Chevrolet. Вот автомобиль Трах. Все, в поиск. И смотрим дату продажи. Это чтобы были самые первые, которые будут. И смотрим, вот автомобили у нас появляются в нашем доступе. Здесь при открытии автомобиля я открываю автомобиль. Смотрим все, что мы можем здесь увидеть. Основное это фотографии. Здесь ничего сильно такого, что скрыто, вы здесь ничего не увидите, но основное здесь уже можно понимать. Специалист такой, как я, человек, который ремонтирует машины уже очень давно, он сразу видит повреждения, какие могут понадобиться детали, и исходя из этого уже отталкиваюсь от цены. Смотришь на километры, то бишь здесь мили, потому что это аукцион американский, надо переводить. Есть калькулятор для этого, можно перевести, это несложно.
До торгов 2 дня 1 час. Вот здесь написано. Мы смотрим, листаем повреждения автомобиля, фотографии все внимательно просматривая, какое повреждение, какой салон, есть ли климат-контроль, есть ли какие-то дополнительные функции, цвет салона вы можете увидеть, все, что вам надо, необходимо. Смотрите, повреждены ли подушки безопасности, наверное, один из важнейших факторов. Слушайте, как работает двигатель. Друзья, у нас очень плохо работает интернет. Сейчас в связи с праздниками, я не знаю, с чем это связано, но интернет очень плохо работает. Послушали работу двигателя, двигатель заведен, работает. Это уже большой плюс при покупке. Смотрите вторичные повреждения. Это основные повреждения. По всему автомобилю тут написано. Ну и бывают еще вторичные повреждения. Здесь их нету. Цвет у вас указан. Потом объем двигателя. Это 1,4. Автомобиль на автомате коробке. Смотрите, полный привод или передний. Здесь передний привод. Ну и бензин или дизель. Основное, на что я внимание обращаю, это где находится автомобиль. Вот здесь указывается, где он находится, и исходя из этого можно судить о том, какая будет стоимость доставки и сколько времени будет эта доставка. Поэтому это основные из критериев. Смотрится, какие документы, есть ли документы или нету. Бывает, что документов нету, надо их ждать, и такой автомобиль выкупать нельзя. Одна из важных вещей – это шильдик вот этот, он очень важен. Потому что год выпуска, он для нас важен как для растаможки, потому что сумма будет очень большая, если вы не заметите, какого года автомобиль. Это очень важно, поэтому не забываем смотреть это. Тут самое главное, друзья, убедиться, что автомобиль соответствует всем характеристикам, которые мы заявляли для себя. Например, вот этот данный автомобиль я бы не покупал, у него лонжероны свернуты на бок. Это сильный удар, здесь тяжелые стапельные работы, сильные кузовные повреждения. Их сделать можно, но не хотелось бы. Это повлечет дополнительными расходами и лишними запчастями. На Траксов запчастей не так уж и много, но они есть, и эти запчасти оригинальные в основном, есть и китайские. Китайская сборка, она хуже, а оригинальная, соответственно, лучше. Поэтому оригинальные запчасти очень дорогие. Здесь надо будут и фары, и капот, и бампер, и решетки всякие. Потом тут есть жалюзи, радиаторы. Это все может ударом дойти и до турбины, которая стоит спереди вот здесь на двигателе. Поэтому желательно такие автомобили не брать. Я такие лично не беру. И покажу вам автомобиль, какой я брал. И он намного проще в ремонте. И нету вот этих скрытых дефектов, которые могут оказаться здесь. Потому что здесь вот закрыто, вы не видите. А вот под этой накладкой там дальше может быть повреждена и прижата турбина радиаторами. Соответственно, все радиаторы могут быть повреждены. Поэтому такой удар я бы не советовал, например, брать. Даже хоть машина и заведена, но кузовной ремонт будет очень дорогой. Ну вот, в общем, основное я вам показал. Сейчас на примере автомобиля, который стоит у меня, я вам покажу более подробно. Вот мы, друзья, снова перенеслись на улицу. Я стою как раз возле машины, которую хотел показать. Это, друзья, Chevrolet Trax. Это 20-й год. Автомобиль как раз проходной, он от 3 до 5 лет. В Белоруссию можно ввозить по заниженной таможне. Таможня у него считается меньше, чем у машин там 2-литровых или 3. Там уже совсем другие тарифы. Поэтому стараюсь гонять вот такие автомобили, которые можно растаможить за более адекватные деньги. Сами видите повреждение, которое пришло. Здесь было оторвано колесо. Колесо оторвало, разбило и повредилась подвеска, соответственно. Заменен, друзья, весь узел. Это
стойка амортизатора, полуось, вот диск тормозной, потом кулак, рычаг. Ну и, соответственно, будет заменяться здесь крыло и фара. Бампер не повредился, просто поцарапался, поэтому с бампером никаких проблем. Вся внутренняя оснастка везде все целое. Повредилось единственное, что оказалось, как я и рассказывал, бывают вторичные повреждения, которые ты не видишь. И здесь оно тоже есть. Колесо, когда разбилось, оно ударилось вот сюда вот и пробило дырку здесь вот в кузове небольшую. Эту часть надо будет выровнять, заварить, и в общем будет отличная машина. Дверка практически не пострадала, немножко поцарапалась краска и все. Ну а так, друзья, сами видите, что повреждение минимальное. Если машину брать вот в таких повреждениях, то здесь будет меньше намного затрат на восстановление. Ну и, соответственно, машина будет ходить лучше, потому что она сделана практически из оригинальных деталей. Здесь не будет китайских деталей. И поэтому она качественно будет собрана. А качественно, соответственно, качественные детали дольше ходят. Внутри автомобиль очень простой. Это автомобиль дешевого формата такого. Для тех, кто не имеет много денег, он у нас стоит где-то 14, ну максимум 15 тысяч долларов. И это уже после ремонта, целый, когда с химчисткой, он будет как новый. Единственное, здесь это выстрелили шторки верхние, боковые. Ну вот из повреждений по безопасности вот единственная проблема — это шторки. Ну, шторки будут тоже заменены под оригинальные и установлены, и безопасность будет работать. Как вы видели на Копарте, коробка автомат, небольшой экран, все как бы есть, что надо, круиз, на руле управление. И Яшка мне тут помогает, друзья, в ремонтах, всегда рядом. Стеклоподъемники, электрозеркала, все как бы необходимое. Поэтому машина такого дешевого класса, поэтому здесь все по минимуму. Есть автомобили и получше, например, можно и GMC пригонять, они чуть подороже, но зато они более внешне они выглядят намного лучше. Эту машину я тоже делал сам, тоже пригонял, поэтому знаю, что говорю. Вот такая у меня работа, друзья. Делаю я эти машины еще там, я и крашу, и равняю, и меняю вот подвеску, делаю все кроме электрики. Электрику я сам не делаю. Яшка, друзья, мне помогает всегда. Когда я кручу гайки, он всегда рядом. Ходит, бывает даже тырит у меня гайки, может пожевать, пытаться ее, потом выплюнет. Ну, погонял пару раз я его, да. Схватит гайку и убегает. Погулять хочет, наверное. Да, Яшка? Да, Яшка. Ну что ж, надеюсь, друзья, я удовлетворил желание многих узнать, чем я занимаюсь, что у меня, какая у меня основная работа. Основная работа — это ремонт автомобилей, покупка, подборка, пригон. Поэтому работы очень много, клиенты. Занимаюсь постоянно этим, уже много очень лет. Я с 2009 года занимаюсь покупками, доставками.
А с 2005 года ремонтом начал раньше заниматься. Вот 20 лет, друзья, я ремонтирую автомобили. Знаю о автомобиле все практически, поэтому для меня это как велосипед. Разобрать его, потом опять собрать, это такое что-то простое. Поэтому, друзья, у меня появилась идея открыть еще один канал. Канал будет посвящен автомобилям, именно покупки от самого начала. Покупки на аукционе, пригонки его сюда, доставки ко мне на участок, допустим, или там на станцию, выгрузка, осмотр автомобиля, какой он пришел, какой он должен быть, какие-то повреждения при доставке, потом уже ремонт, дефектовка, какие надо детали, китайские, оригинальные, подборка этих деталей, поиск этих деталей, потом все это установка, ремонт, ну и конечный результат, готовый автомобиль к продаже или клиент, если там забирает его, просто готовый автомобиль под клиента. Ну вот, я думаю, что будет интересный формат, потому что автомобили очень разные, там М4, М3, допустим, там BMW, и даже там Audi, там какой-нибудь Q7, там Q8. Поэтому будет очень интересно, я думаю, в формате нового канала видеть все эти вот машины, как они восстанавливаются, как покупаются, пригоняются. Ну а этот канал, который сейчас про Яшку, про лес, он останется. Будем по выходным, конечно же, ходить туда, к землянке, к нашему хутору, потому что, ну, это для меня хобби. Это мое место, где я могу отдохнуть, отвлечься от своих работ и именно насладиться природой, побыть с Яшкой наедине. Поэтому этот канал, конечно же, останется. На этом, друзья, буду с вами прощаться. Увидимся в следующем видео. Всем пока!